покажу. 2 июля, девчонки, мальчишки. С днем рождения меня. Поехал на базу, по дороге понял, что хочу жрать. Не развернулся, короче, а приперся сюда зачем-то, за каким-то хреном. Сейчас тут потупим с полчасика, поедем домой, пожрем. Все растянулось, выглядит очень неплохо. Я искупал собаку человеческим шампунем. У меня осталось вот столечко на донышке собачьего шампуня. Ей на голову как раз хватило. Который, у нее специальный шампунь, который глазки не щипит. Вот, а остальное уж чем попало, короче. Видишь, какая чистенькая сучка. Возился тут с этим Томом. Уже прикалывался. Видишь, я все вернул на место, как и было. Забил на это все болт. Я хотела его поставить так же, только вот сюда, чтобы он уперся, как бы сел на эти втулки. Но выглядит это кринжово, короче. И нужно будет клемм попускать прямо вниз. Вот за эту трубку. А я бы не хотела за нее ничего цеплять, потому что она тонкая. То есть она большая трубка, и она гнется спокойно. А это не гнется. Поэтому я оставил все как было. А еще мы посмотрели прогноз. И вроде завтра все очень неплохо. Может быть, мы выйдем поиграть на улице. Не знаю. Нам прям очень нравится играть на улице. Такой звук, как бы такой интересный. Особенно звук барабанов. Он не летает тут в 4 стенах, а он как-то растворяется. Так. В общем, барабаны как-то натурально звучат, что ли. Палки в последнее время не успеваю стачивать. Начинаются ломаться вот эти бошки, короче. И ими просто становится опасно играть. Я их выкидываю. Такая новость. Я же, помнишь, солягу придумал. И оттачивал ее так потихонечку. А потом Андрюха говорит: ты, говорит, ее начинаешь вот так. Бум-бум-бум-бум. Тук-то. А я, говорит, хочу, чтобы ты сразу начал. Тук-тук-тук. Я говорю, базар тебе нужен. Вот вторая редакция с Олеги Ратом. Только я здесь буду играть бочкой на 1, и 2, и 3, и... А левой рукой буду делать двойки. Тут-то. 2 такта проезжаю, потом играю секстоль через хэт. То есть цикаты. И так играю 2 такта. Потом добавляю ногу. А нога правая здесь играет такую штуку. Представь, что у тебя кардан, и ты играешь вот это. Тапата. Триольку играешь. А теперь убираешь левую ногу, играешь. Тапата. И так далее. Не снимай, блядь! Не выкладывай! 3 июля, девчонки и мальчишки. Что-то 3 дня назад я снимал бложик. Вчера монтировала, короче. Как я этот момент просмотрела, вообще не понимаю. Сейчас пересматриваю. И там я говорю, что-то 28 января, мальчишки и девчонки. И это в июне. Что со мной происходит? Не понимаю, как я на монтаже это пропустил. Ну, хрен с ним. Мы с собакой тусовались на базе. На базе холодно, прохладно, хорошо. Поэтому мы очень часто летом просто тусуемся на базе. Приехала сумка, дубль 2, посмотрим, сумка ли там приехала. Вот ты, может, скажешь, что я не прав, я буду смеяться. Я сейчас выезжаю из-за дома, не успела это снять. Проезд для одной машины. Выезжает навстречу баба
И начинается сжаться на бордюр лезть там. Вот ты вылетаешь, когда, во-первых, не хутать по кварталам, а во-вторых, ты когда выезжаешь и видишь, что тебе в лоб едет машина, ты, блядь, почему продолжаешь ехать, я не могу понять, а? Я в этот момент резко торможу, если я не успел вдруг, не заметил, хотя я не понимаю, как можно не заметить. Еду назад просто-напросто. Просто беру и еду назад. Почему она лезет, продолжает лезть ко мне в лоб прям? Видит, что не проедет, начинает щемиться куда-то на бордюр, короче. Я не понимаю, где логика у этих людей. Давай. Все, слава тебе, Господи. Удачно. Вот сумка. Новый рокбэк. Покажу то самое место. Вот так она выехала, короче, вот так вот, с таким вот радиусом. Оп, а тут я. И она давай вот сюда вот, короче, щемиться вот сюда вот. Чуть ли не на этот бордюр, короче, на балкон на этот. Вот такие вот. Ездючки, как я по-другому не могу их назвать вообще. Так. Наточил я свой топор. Оба-на. Ёк-макарёк. Не знаю, что бы это значило. Уф. Уф. Старый добрый рокбэк. Куча карманов. Вау. Выжил. Ремня пока не вижу. Смотри, какое усовершенствование. Спустя 15 лет они сделали вот эту штучку. И смотри, она вот в таком состоянии. То есть порвать ее вообще ничего не стоит. Это очень классно, что она есть. Но она порвется. Я ее зацеплю какой-нибудь стойкой. А вот ремешок. Все. Славик что-то на связь не выходит. Вчера общались в чатике по поводу стрита, он ничего не написал. И сегодня я ему задал вопрос, типа, ну, чтобы он подтвердил, что стрит будет. А он молчит пока. Подождем. Я не мог это не снять. Че, обживаешься? Она любила сидеть в той старой сумке, короче. И в этой тоже любит, наверное, а? Ты че сюда залезла, а? Морда? Чумичка. Ну, в общем, я приперся немножко пораньше. Чисто на свой страх и риск начинаю складировать. Хочу сегодня стрит записать на петличку. Поместить ее где-то перед сценой, то есть перед барабанами, там куда-нибудь. Придумаю что-нибудь. Так выглядит загруженная сумка. Сидушку запаковал в пакет, потому что боюсь порвать ее об стойки. Запаковывать сейчас закрывать не буду, потому что, скорее всего, нужно будет еще стойку сюда бросить. А, вот еще табличку надо сюда бросить. Нашу стритовую табличку. Короче, думал, брать метроном, не брать. Во-первых, возни дофига с ним там. Ну, хочешь же быстрее расставиться и начать играть. Но ты установку расставил, потом начинаешь вот это все электрооборудование расставлять. Еще надо настроить же, чтобы все в ушах было. Хотя бы, ну не все, чтобы хотя бы что-то, вокал хотя бы. Так. Все беру, короче, складываю и жду пацанчиков. Ура, ура, ура. Мы погнали стритовать. Полная загрузка. Еще Пашка колонку везет. Так что едем. Пробираюсь, короче, на наше местечко. Вон туда. Вот такой сегодня будет тут стрит. И я на фоточке.
такой нечеткий. А сюда будем кассу собирать. И сюда куда-нибудь я микрофон притулю, короче. Вот. Пашка сегодня рулит звуком. Сегодня Пашка техник сценовой у нас. Сценовой техник Пашка. Смотри, он умеет пульт включать, ничего себе. Не знаю. А, это ж твой пульт, блин. Ну что, вот и все. Я отвез Славку домой. Ему резко стало плохо, короче, и мы закруглились очень быстро. БНВ. Блин, как тут кайфово, а? Вот тут ЗАГС. А вот тут Ксюшка наша живет. Вау. Свои. Не знаю как. Я вот думал, сейчас драка будет у собак. Отцепи ее. Да хватит орать. Нифига он тебя орет, аж в домофоне слышно. Ну, она вот на домофон только так лает. Ага. Чеська пришла, Чеська, хорошая девочка, очень хорошая девочка. К тебе подружка пришла. Твоя тоже прикольная, вот эта шубейка. Сдохнет, но воротник сделаешь потом? Эти глаза напротив ярче все. Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив только что это? Кто это? Не снимай, не выкладывай. Вот еду, а вот я и приехал. Я выехал, но осознал, что я не знаю, куда я еду, понимаешь? Просто еду и все. А куда, не знаю. Четвертое июля, девчонки и мальчишки. Ну что, вчера Пашка в одно жало тащил эту сумку. Не знаю, как он сегодня себя чувствует. Я бы, наверное, сдох.
Батька едет впереди. На семерке на нашей. Привозил мамку в поликлинику. Сейчас едет забирать ее. Семерка, которую мы пригнали из Челябинска в 2007, по-моему, году. Маминой маме, бабушке тогда отдали как участнику войны, ветерану. И она еще ранена была на войне. Дали вот эту машину. Я не знаю, что случилось, но у меня захромала собака. Челси. Глухая, хромая собака. Чисто. Бедолага. Короче, я выяснил, что у нее болит вот этот палец. Видишь? Мой сладкий. Все. Я хочу просто посмотреть, что с ним. Трещины какие-то. Нету. О, а тут есть. Стой. Все. Ага. Чуть-чуть. Смотрю. Вот этот пальчик, короче. Ничего не вижу. В общем, как мы определяем перелом? Мы берем этот палец и вот так вот вокруг своей оси крутим. Нету реакции. Потом берем вот так на него, так тык. Нет реакции. Вообще ноль. Значит, ушиб или какой-нибудь ревматизм, я не знаю. Значит, как я думаю, что у нее с ногой? Скорее всего, небольшой как бы подвывих, потому что она постоянно прыгает с кровати. То есть спит она у меня на диване. И вот она постоянно попить. Это бред. Знаешь, как она прыгает? Она просто вываливается такая. И пошла. Вот. Я думаю, она неудачно прыгнула просто. Вот и все. Фух, а вот так мы приехали с базы. Да, Чись? Хромоножка моя. В общем, я ей обездвижил ногу, чтобы она не наступала на нее. Ну, перемотал ей, короче, чтобы она меньше ее драконила. Еду ей подтащил сюда, воду. Вот она решила покушать. Вот смотри, видишь? Вот такой вот гипс. Короче, взял свою корзинку отсюда. Там у меня смола, отвердитель, всякие штуки-дрюки. Завтра будем бате дырку латать на пороге. Мы с собакой затарились. Перчатки, кисточки. Будем батину машину сегодня латать. Я надеюсь. Смола есть. Ой-ой-ой. Тучки есть. Дождевые на небе. Надеюсь, нам удастся сегодня это сделать. Я, в общем, на ночь заматывала собаке ногу. Она даже пыталась... Положила ее на диван. Она подошла к дивану и положила голову так на диван. Значит, так от безысходности. Я ее засунула на диван. И ночью она спрыгнула с дивана на 3 ногах. Ну, потому что 4-я была замотана. И она так шваркнулась вообще. Я думал, она эту ногу сломает вообще. Нифига, утром размотала, она не хромает. Маша! Моя сестра. Да было мне вот такой подарок. Хоба. Интересно. Посмотрим. Лежит, ухмыляется. Скажет, ну, давай, вскрывай. Глупец. Нет? Бегите, глупцы. Так.
Я, кажется, скрыл. Нет, не скрыл. Вот я его упаковал. А это, оказывается, не это. Не крышка, прикинь. Вот тут надо еще прорезать. Да, постаралась. И вот тут еще тоже. У меня вот шампунь кончился. Не шампунь, а этот вот. Вау! Это вот мой любимый, когда не надо вот открывать тюбик. Это для очков, что ли? Вау, тоже кончается. Это тряпочка новая. Спасибо. Все в кассу, короче. Все, что надо. Буду порог папсику чинить. Отдохнула маленько. Хорош! Алло, Людочка, ты сейчас умрешь. У меня склеились пальцы. О, я эту насадку снял. Нет. Дождик надвигается. Батя любит пилить так, что пильнет, вот так прорежет, так прорежет. А я хочу это. Вот как я здесь прорезал, видишь. Хочу по-человечески. Ух ты, блин. Как он зарядил-то, а? Багажник закрыть? Багажник. Нормас. Я успел почистить только. Хорош. Хороший дождь. Не, нормально. Так, что мы делаем? Короче, загрунтовал этим. Я сейчас не юзаю кислотный грунт, юзаю эпоксидный. Потому что, может быть, ты помнишь, я на кубейке как-то делал, латал дырки и заливал все кислотным грунтом. У меня потом дыры были гораздо больше, чем они были, когда я начал делать. Тут еще осталось. Я теперь знаю места, где это все покупать. То есть я раньше покупал наборчик, такая маленькая баночка с эпоксидкой, полиэфирка. И баночка, и сверху вот эта штука. Тут я купил банку здоровую, короче, смолы, отвердитель и целый моток стеклоткани. Вот я вырезал, короче. Я думаю, 2 хватит. Не хватит, еще прилепим. Что там осталось-то, интересно? Сейчас все вылью. Я думаю, хватит. Если не хватит, еще разведем. Этот раз, короче, я прям по-хозяйски добавил. Потому что лучше перебздеть, чем недобздеть. Потом она не высохнет. Будет мне мозги делать. Так. Хватать. Так. Чуть пониже. Перчаткам кирдык, конечно. Сразу. Тут, если что, пилим. Так. Вот какой случается геморрой, когда не добавил сколько надо отвердителя. Представь,
это все не засыхает. Это вообще жесть. Страшный сон, блин. Сейчас она промочится слегка. И когда слишком до хрена отвердителя, тоже хреново. Она густая. И не прилепляется. Тащит за собой всю эту волосню. Потихоньку прилепим. Так, остальное просто спилим. Просто спилим. Так. Так, вот так. Ой, все, я ноги оттоптал. Что, неплохо получается. Может быть, дать ей высохнуть? Потом второй слой забабахать? Или нет? Сейчас засохнет, короче. Помнишь, в прошлый раз жесткая была? Все, отключаюсь. Пропилил. Я банку выкинул, короче, с эпоксидкой. Думал, что кончилось. Туда выкинул. Достал. А там еще, блин, с полстакана, блин. Кое-как, правда, вытекло. Дырку замазал. Сейчас чуть-чуть засохнет, подточим. Просто хотел поровнее сделать. Вот там пропилил немножко, загрунтую и покрашу. Если дверь закроется. Все. Какая жесть вообще. Слишком топорный инструмент. Надо шлифмашинку взять потихонечку. А это сразу раз и дыра. Хотелось просто по-человечески сделать поровнее, блин. А что я хотел? Тут всего 2 слоя стеклоткани. Вот здесь. Она у меня до сих пор стоит в глазах, как мы ее новую забирали с Челябинска. И вот к чему мы пришли. Тут так все вот так вот. Так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Я говорю, батя, я говорю, вот так вот. Все, короче. Я говорю, батя, что ты, говорю, делаешь-то с ней? Что она у тебя вся? Вот угадай, откуда это все? Трамбуется багажник, потом пытается так закрывать его, короче. И наружу все вылазит. А, знаешь, что сказал? Я говорю, посмотри, что ты с машиной-то сделал. Он говорит, это все мелочи. Но я думаю, если он не парится, то хрен ли мне-то париться. Не снимай, не выкладывай. Ну, в общем, докладываю. Как ты видел, я пропилил дырку, заделал ее. Хотел вот здесь, видишь, я подровнял. Вот здесь. А здесь не успел. Давай. Чуть-чуть. Лучок скала. А почему я не стала равнять? Потому что батя сказал, не надо. Оставь как есть. Вот здесь я равнял, а здесь нет. Батя сказал, оставляй как есть. Ну, как бы я оставил. Там загрунтовал сначала эпоксидным грунтом. Высохла, пока она высохла прям капитально. Обезжирил, протер все салфеткой липкой с обезжиривателем. И не стал ничего красить, просто вот как с той стороны. Антигравием прошелся и все. Выглядит ужасно. Но бате пофигу, я не стал ничего тут выводить.
Даже вообще ничего не парился вообще ни грамма. Вот так вот как-то сделал. Дырки нет теперь. Но зато есть кусок стекла перед тканей. Только пошла зеленушку собирать. Да? Ничего ей не делается вообще. Здесь у меня получилось лучше. Почему? Потому что я использовал эту же смолу, которая целый год лежала. Она стала густая, просто жесть. И когда она густая, ты не можешь ее нормально распределять. Она комкается, короче. Поэтому нужно было новую смолу купить. Ноги сами сюда ведут, короче. Ну, уже пропадать начинает, короче. Видишь? Вовремя належали. Вот кислота. И вот это. Тебя люблю. Ненавижу, ненавижу, ненавижу.